Каким будет твое последнее желание, если ты узнаешь, что завтра умрешь? Увидеть семью и проститься? А что просят насильники, убийцы и психопаты, приговоренные к смертной казни? Привет, меня зовут Нокс, и сегодня я покажу самые безумные последние желания от невероятных блюд на ужин до пожелания заморозить и пустить труп на фарш. Жесть, да? И начну с Джона Генри Рамиреса, который при попытке ограбления смертельно ранил 45-летнего продавца Пабло Кастро, захватив все его $124. Не густо, да? Несмотря на записи камер видеонаблюдения, Рамиресу удавалось уклоняться от закона в течение 3 лет, пока его не арестовали в 2007 году на мексиканской границе. В 2008 году он был признан виновным в убийстве и приговорен к смертной казни. На момент ареста у Рамиреса, которому тогда было 22 года, уже была судимость за тяжкие преступления, включая нападение с угрозой жизни, взлом и непристойное поведение. Он в наркотическом угаре бегал по улицам города. В период совершения убийства он также обвинялся и в других преступлениях, включая взлом и еще одно нападение с ножом, но находился под подпиской о невыезде. Из-за многочисленных юридических сложностей судебный процесс затянулся на многие годы, но в итоге Рамирес был признан виновным и получил свой смертельный приговор. Рамирес признал свою вину и согласился с наказанием, однако попросил, чтобы во время исполнения приговора его тюремный пастор мог прикоснуться к нему и проводить в дальний путь. Штат изначально отклонил эту просьбу, после чего Рамирес подал в суд. В марте 2022 года Верховный суд удовлетворил его ходатайство, заявив, что отказ в прикосновении пастора нарушает его право на свободу вероисповедания. Робби Ли Гарнер, приговоренный к пожизненному заключению в 1985 году за серию серьезных преступлений, включая убийства и грабежи, не смог примириться с решением суда и устроил скандал прямо в зале судебного заседания. Впоследствии у него было диагностировано диссоциальное расстройство личности. После нескольких инцидентов с нападениями на других заключенных, его приговор был изменен на смертную казнь. Допрыгался, как говорится. Проведя в тюрьме четверть века, Гарнер успел тщательно продумать, чем бы он хотел насладиться в качестве последнего ужина. Его выбор пал на изысканное меню крупного лобстера, приготовленного с ароматными специями и травами, и огромный стейк. Десерт состоял из фисташкового мороженого с шоколадной стружкой и яблочного пирога. Кроме того, Гарнер попросил во время ужина посмотреть трилогию «Властелин колец», которая на тот момент уже успела завоевать огромную популярность. Хорошие такие посиделки. А какой бы вы фильм посмотрели напоследок, если бы у вас был выбор? Напишите в комментариях. А что скажете насчет урока бытия перед смертной казнью? Ричарду Аарону Кобу, родившемуся 2 апреля 1984 года, было всего 18 лет, когда он и его соучастник, Банка Адамс, ограбили магазин в Раске, штат Техас. После ограбления они заставили 2 работников магазина и единственного покупателя, Кеннета Вандевера, сесть в машину на парковке и отвезли их в уединенное место. Там преступники изнасиловали одного из работников, поставили жертв на колени и жестоко расстреляли, после чего в спешке сбежали. К сожалению, Вандевер скончался от полученных ран, но 2 сотрудников выжили. Их показания помогли быстро найти и схватить налетчиков, которые к этому времени уже успели отпраздновать свое успешное ограбление. 23 января 2004 года Ричард был приговорен к смертной казни и казнен летальной инъекцией 25 апреля 2013 года. Перед смертью он попросил дать ему минутку, чтобы высказаться. Его последние слова были такими: «Жизнь есть смерть, и смерть есть жизнь». Надеюсь, что когда-нибудь эта абсурдность, к которой пришло человечество, закончится. Спустя несколько минут после начала введения смертельного препарата Ричард радостно воскликнул: «Вау, это здорово, спасибо, надзиратель!» А вот еще одна нестандартная просьба, про которую я просто обязан рассказать. Роберт Бьюэлл решил отличиться от многих, кто стремился насладиться обильным последним ужином. Он попросил всего лишь одну маслину с косточкой. Этот выбор вызвал удивление персонала тюрьмы. Возможно, он особенно любил вкус маслин. Однако после его казни стало известно, что у Бьюэлла была еще одна необычная просьба. Он хотел быть похороненным вместе с этой самой косточкой в кармане. Почему он сделал
сделал такой выбор? Оказалось, у Бьюэлла была мечта – возродиться в виде дерева. Своеобразная реинкарнация, искупление грехов. По его задумке, маслиновая косточка могла прорасти в земле, где его похоронят. Однако, несмотря на его надежды и желания, дерево так и не выросло. Видимо, не заслужил. Поверьте, это еще не самое странное желание. Сейчас вы точно откроете рты. Хоторн, приговоренный к смертной казни за убийство 3 членов своей семьи в октябре 1984 года, выразил необычное желание. Он попросил, чтобы после его смерти тело сразу скормили рыбам, чтобы никакой священник не отпевал его и не касался его. Давайте расскажу подробнее, как он стал преступником и почему такое странное желание. Главной целью его преступления была попытка завладеть семейным имуществом стоимостью $150 тысяч. Но после убийства выяснилось, что старший Жан уже изменил завещание, исключив Жана-младшего из него. В попытке отвлечь подозрения полиции, Жан вместе со своим соучастником Джеймсом Ли Биртом напали на Линду, Жана-старшего и их подростка-сына Маркуса. Жан разбросал окурки и волосы афроамериканца возле места преступления, но тщательное расследование показало, что именно он был убийцей. На суде Жан обвинил Барта в убийствах, хотя утверждал, что сам стрелял только через окно. Барт был признан виновным и казнен, несмотря на свои отрицания. Жан тоже был признан виновным, но настаивал на своей невиновности и утверждал, что его агрессия была вызвана насилием отца. Тот домогался до него в 8-летнем возрасте. Перед смертью Жан выразил последнее желание, чтобы в случае неудачи его апелляции его тело было использовано в арт-инсталляции, посвященной смертной казни. Он дал согласие художнику по имени Джулиан из Марка Эвереста заморозить его тело и превратить в корм, которым посетители выставки могли бы покормить рыбок в аквариуме. Вот такой вот перформанс. Томас Артур был признан виновным в убийстве Троя Викера в 1982 году в городе Масл-Шоулс, штат Алабама, и был приговорен к смертной казни, которая в итоге состоялась лишь 27 мая 2022 года. Что он натворил и почему так долго ждал? Томас попал в поле зрения правоохранительных органов после того, как жена Троя, Джуди, заявила в суде, что заплатила Томасу $10 тысяч за убийство ее мужа в 1977 году. Он настаивал на том, что не причастен к этому. По словам адвоката Томаса, прокурор обвинил его в смерти мужа, чтобы тот не смог избежать смертной казни и добиться условно-досрочного освобождения за то, что просто принял заказ. С 1983 года, находясь в смертном списке на казнь, Артур несколько раз избегал исполнения приговора, что сделало его одним из самых долгоживущих заключенных там. Ситуация стала тревожной из-за того, как Артур хотел умереть. Приняв свою судьбу, он попросил, чтобы его казнили расстрелом, в отличие от более традиционного метода летальной инъекции, поскольку считал, что препараты, используемые для вызова смерти через инъекцию, вызывают страдания. Но какой расстрел может быть в столь культурной и демократической стране, как Америка? Артуру отказали, приведя приговор в исполнение классическим способом с помощью инъекции. Джеймс Эдвард Смит, уроженец Кентукки, стал известен не только своими преступлениями, но и одним из самых странных последних желаний перед казнью. После того, как он в марте 1983 года напал на кассира и убил 44-летнего Ларри Роуза, менеджера района в офисе страховой компании, Смит был арестован благодаря помощи сотрудников офиса и прохожих, которые смогли задержать его и вернуть украденные деньги. Смит пытался сбежать из зала суда, но безуспешно, и впоследствии он был приговорен к смертной казни. Его последнее желание перед исполнением приговора в 1990 году вызвало особое внимание общественности и СМИ. Смит запросил в качестве последней трапезы нечто необычное – горсть грязи. Вы спросите меня, зачем? Он верил, что употребление земли поможет ему реинкарнироваться, поскольку он придерживался вудуистских ритуалов. Однако власти отказались удовлетворить такой странный запрос, и Смит был казнен без выполнения его последнего желания. Странная избирательность. Одних кормят лакомствами и деликатесами, а другим отказывают в горсти земли. Согласны?
Роберт Алтон Харрис прославился на всю Америку как похититель, грабитель и жестокий убийца. Родившийся 15 января 1953 года в Северной Каролине, США, Роберт пережил жестокое обращение в детстве и дважды оказывался в исправительных учреждениях за угон автомобилей до того, как ему исполнилось 15 лет. В 22 года Роберт совместно со своим братом Дэниелом угнал автомобиль, в котором находились два подростка – Майкл Бейкер и Джон Майески. Они заставили мальчиков самих отвезти их в уединенное место, где затем их просто расстреляли. Но на этом братья не остановились и использовали автомобиль для ограбления банка и как средство для последующего бегства. К счастью, их вскоре задержали и предъявили обвинения в похищении, угоне автомобиля и грабеже. Роберт был признан виновным по 2 пунктам обвинения в похищении и 2 пунктам обвинения в убийстве первой степени и приговорен к смертной казни. В отличие от него, его брат Дэниел был осужден за похищение и получил 6 лет тюремного заключения. Он не расстреливал жертв, но и не пытался остановить своего безумного брата. Судебные процессы затянулись, и казнь Роберта откладывалась трижды. Однако 21 апреля 1992 года он был отправлен в газовую камеру в тюрьме Сан-Квентин. Перед смертью он решил попросить дать ему минуту, чтобы он смог выговориться. Видимо, в нем проснулся философ, познавший сущность бытия. Последние слова Роберта Харриса были такие: «Ты можешь быть королем или простым дворником, но каждый станцует с жнецом». Какая глубина мысли, да? Если вы думаете, что фильм «Оно» — это просто детская страшилка, то вы глубоко ошибаетесь. Сейчас расскажу историю, от которой даже у меня мурашки по телу были. Клоун Пеннивайз, персонаж этого фильма, нашел своего реального прототипа в лице Джона Уэйна Гейси. Гейси был успешным бизнесменом и уважаемым членом общества, который периодически выступал клоуном на детских праздниках. Он умело использовал различные маски и грим, чтобы скрыть свою истинную сущность. Настоящую личность, о которой не подозревали даже его жена и супруга президента США Джимми Картера, с которой они дружили семьями. Представляете? Гейси ловко манипулировал детьми, привлекая их к себе домой под предлогом угощения алкоголем и марихуаной. Затем он заставлял их участвовать в своих извращенных играх сексуального характера. Если жертва отказывалась, Гейси перевоплощался в клоуна и начинал демонстрировать различные трюки, в том числе и с наручниками. Сначала он надевал их на себя, показывая, как легко их можно снять, а затем предлагал жертвам попробовать то же самое. Однако, попав в его ловушку, они становились объектом его сексуальных издевательств. Останки убитых Гейси прятал в своем доме, в стенах и полу, а иногда и выбрасывал в ближайшую реку. В итоге этот серийный убийца лишил жизни 33 молодых людей, в том числе нескольких подростков. Перед исполнением смертного приговора Гейси заказал последний ужин, который, несмотря на его страшные преступления, выглядел довольно обыденно. Жареные креветки, картошку фри, клубнику и куриные крылышки из KFC. Этот выбор кажется не столь изощренным для человека с такой живой фантазией, как у Гейси, но я бы и этого ему не дал. Роберт Чарльз Тоуэри был механиком Марка Джонсона, известного благотворителя из Парадайз-Вэлли. Джонс был добр к Тоуэри, одолжил ему деньги и допустил его в свой дом вместе с соучастником Рэнди Бейкером. Однажды, находясь в доме Джонсона, Тоуэри направил на него пистолет, в то время как его напарник заковал Джонса в наручники. Они украли ценные вещи из дома Джонса и загрузили их в автомобиль. Затем Тоуэри отвел босса в спальню и ввел ему инъекцию с батарейной кислотой, утвердив его, что это средство поможет ему уснуть. Джонс, доверяя Тоуэри, не сопротивлялся. В самом деле, почему бы не доверять человеку, который тебя сейчас обкрадывает? Однако после инъекции Тоуэри задушил Джонса до смерти. Затем он уехал с украденными ценностями, выгрузил их у себя дома и у Бейкера, после чего оставил машину. Вскоре тело Джонса и машина были найдены полицией после анонимной подсказки. Роберт был арестован, и у него и у Бейкера были изъяты украденные вещи. Тоуэри был признан виновным в убийстве первой степени и приговорен к смертной казни, в то время как Бейкер, обвиненный в убийстве второй степени, отсидел всего 10
10 лет в обмен на свои показания. Находясь в списке на казнь, Тоуэри выразил сожаление по поводу совершенных преступлений. Его последние слова перед казнью 8 марта 2012 года были: «Я люблю свою семью. Картофель, картофель, картофель». Что это значило? Фраза была секретным сообщением, пасхалкой для его племянника, который присутствовал на казни. Слово «картофель» отсылало к звуку, издаваемому мотоциклом Харли Дэвидсон на холостом ходу. Грустно, но справедливо. Я вообще не удивлен, что у преступников бывают столь дикие и разные последние пожелания. Ведь любой человек может съехать с катушек, когда годами сидишь и ждешь уже известной даты своего конца. А на этом все. Если вам интересна подобная тематика, вы умеете писать сценарии, монтировать или озвучивать видео, то пишите в наш телеграм-бот по ссылке в описании, чтобы попасть в нашу команду. И спасибо за просмотр.